правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно. Но, собственно говоря, есть только одно стабильное правило. Ведь тактика очень простая. Доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем. Начинаем отвечать, тут же пугают свое население, тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозы. Между тем, сами страны НАТО увеличивают. Не меньшую обеспокоенность вызывает деятельность США по созданию и подготовке к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5500 километров. При этом уже отрабатываются переброска и развертывание этих ракетных систем в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Напомню, что ранее такие меры были запрещены договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который по инициативе США прекратил свое действие. Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведет к негативным последствиям для всей глобальной безопасности, но подчеркивали при этом, что не будем развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Если США приступят к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты. Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны. Труду работников оборонных предприятий или поистине всенародной поддержки армии и флота идет переоснащение армии и флота на современные образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%. При этом мы уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания. И хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто там нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания. Решение следующих приоритетных задач. Первое. Безусловно, одним из ключевых инструментов сохранения стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности России остаются стратегические ядерные силы. Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие. Вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания. Наряду с этим важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы. Продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения. Способы ведения военных действий. Уточнить основополагающие уставные